Всем привет! У нас сегодня зимний выпуск. Как подготовить машину к зиме. Что важно, что не важно. Что важно, чтобы люди не ломали машину. Что надо с собой. Что надо как подготовить, чтобы зимой не было проблем. Так что сейчас заедем в боксик и расскажем, покажем. Мы теперь в гараже откидываем дворники. Это мы говорим про то, что мы можем сделать сами. Так. Очищаем стекло любым очистителем для стекол. Первым делом надо нам подготовиться. Просто почистим, чтобы нам было удобнее. Понятно, что это все ненадолго, но я считаю, что, наверное, на какой-то месяц улучшает наш обзор, как минимум. Обзор. Все это почистили. Сейчас протрем. Сухенько вытираем. Все. Стекло у нас, конечно, уже старенькое. Так, теперь первым делом наносим какой-нибудь антидождь. Для того, чтобы нам было легче ездить. Любой антидождь, который вы найдете в любом магазине. Которым вам удобно. Воняет он, конечно, сильно. Пока он немножко впитывается, можем снять дворники. Так, чтобы не отскочило, вдруг снимем. Можем вытереть. Насухо. Потом берем любой силикон. Тоже закрыто. Любой. Неважно, что это. Надо было размотать его. Просто, чтобы не замерзало. Вот этот механизм. Хоть чуть-чуть, чтобы была возможность нам нормально поездить зимой. Саму щеточку можем протереть. Немножко пусть стекает. Что-то я много намазал. Ну ладно. Зато он скользкий стал. Так, этот дворник возвращаем. Как у нас тут было? Ну, как-нибудь. Сейчас его обратно ставим. Так, один дворник у нас есть. Подготовлен к зиме. Засиликонен. Второй. Тоже же надо подготовить. Ой, это по-другому снялся. Ну ладно. Это опускаем, чтобы случайно не упал. Тоже протираем от влаги.
тоже можем запшикать силиконом. Нужно все эти механизмики. Если есть возможность подождать, например, можно поставить на батарею, пусть высохнет точно, чтобы было. Замажем вот эти все механизмы, что это все замерзает, не чистит, потом не видно. Нифига. Резинку. А так меньше прилипать будет. Все. Теперь надо понять, как мы тут это сняли. Сейчас вставляем обратно. Так, второй дворник тоже есть. На зиму оставлять вот так вот, это тоже, я считаю, плохо. Во-первых, кто-то может их хлопнуть, и вам будет сломано стекло. Во-вторых, портится пружина, которая здесь есть. Я считаю, что лучше их просто ложить. Лучше вечером почистить их, снег сместить, там, я не знаю, утром прийти почистить, да, там, выгребсти из этой воронки весь снег, лед. Что дальше? Теперь надо, наверное, втереть этот антидождь, самый дешевый, который мы могли найти в магазине. Так, пусть постоит немножко. Теперь что делаем дальше? Чтобы не примерзали нам резинки дверные, тоже берем, наносим на бумажечку, можем на салфеточку, я не знаю, там на губку, просто проходим резиночки. Так довольно-таки серьезненько, да, все резиночки, которые есть. Можем еще чуть пластмасску почистить, чтобы не стыдно снимать было. Так, резиночки надо все толстым слоем надо помазать. Не только на этом самом, на машине, а на двери тоже. Можно покупать силикон в баллончике, который дуется. Мне кажется, это удобней. Ну, а резина с этим просто пшиклокой тоже можно хорошенечко так пройтись везде вокруг. Что мы тут можем? Хорошенечко это все замазать. Все блестит силикончиком, руки скользкие. И так повторяем все. И задний дворник, и передние дворники, резиночки все, и багажнику резиночки. Если вот стекло открывается, тоже вот там резиночки. Что еще можем сделать? Обязательно надо положить нам для зимы щеточку, снег сметать. Если у вас машинка, вы не знаете, там аккумулятор какой хороший, нехороший, возьмите хорошие провода. Чем толще провод, тем лучше. Пусть хранится в багажнике, там под запаской, над запаской, все равно пусть будет. Проверьте, чтобы у вас был крюк, если надо эвакуировать вас откуда-то. Да. Потом, что еще можно обсудить для зимы? Для зимы лопаточку маленькую можете взять. Как бы
Это тоже, если у вас, например, там неполноприводная машина, то даже если полноприводная машина, бывает всякое, сугроб огромный, и на пузо сядете, и тоже будет неприятно. Так что, ребят, по поводу там свечей накала, если у вас дизель, то, конечно, это все надо проверять, да. У меня там есть один ролик, да, вы можете посмотреть, как я проверял и менял их. По поводу аккумулятора, но если вам есть время, заедьте, где продают аккумуляторы, попросите, чтобы подкинули тестер, он годный, негодный. По поводу вязкости масла, двигателей, желательно, чтобы это было не 1060 масла, а 5В30, например, зимой, да. Если вы не хотите, что у вас просто не сможет, если, смотря какие морозы, да, если огромные морозы, то 5.30 не поможет. Но если там до 30-ки, до 40 минуса, то 5В30 пойдет, и все будет хорошо, и 5.40 можно. Главное там не 10.60 там заливать, там 10.40 там. Так что заливайте такое на зиму, проверяйте и меняйте топливный фильтр, чтобы там не замерзла никакая влага в нем, которая накопилась за лето. Парафин летний там, может быть, где-то остался, или летняя солярка у вас. Если у вас есть летняя солярка внутри, добавьте, я не знаю, там на полный бак или на полбака, хотя бы он там, не знаю, 5 литров бензина там, чтобы пожиже было, чтобы не начало сворачиваться. Что еще могу рассказать? Такое из того, что вы можете сделать сами. Зимнюю резину можете проверить, чтобы она была хорошая. Но это вы сами должны понимать уже, что такое хорошее или нехорошее. Не надо там думать, что там бренд какой-то. Главное, чтобы это была свежая резина, да, чем она новее, тем она эта резина, она мягче и на дороге лучше стоит. Так что, ребят, я считаю, что я довольно-таки много всяких обычных вещей рассказал. Если вам пригодилось это, поддержите лайком. Так, ребят, еще немножко добавочка про косяки. Очень часто люди мы приехали, дворники работают, и вот так выдернули и поехали, пошли домой. А утром все замерзшее, мы вставляем ключ, и у нас дворники идут. И все время дворники либо ломаются, либо портятся, либо резинки отрываются. Может быть, все-таки вечером, когда приезжаем, просто последний раз проверили, все, они успокоились, ключ достали, закрыли машину, пошли домой. Потому что если этого не делать, утром вы можете сломать дворники, механизм, и уже весь день будет вам испорчен. На всякий случай расскажу, что есть разные жидкости для стекол. Есть, можем посмотреть, есть фирма не важна, где тут градусы, минус 10. Этот минус 10 в минус 20 превратится в ледышку, в снег. Так что я считаю, если вы хотите нормально, комфортно ездить, ищите самый максимум, что можно, и всю зиму, пофиг, на улице минус 5, минус 10, заливайте самый максимум, что туда можно,
что вы можете найти, минус 35, минус 40. Если еще этого недостаточно, берите, идите в магазин, берите любую 40-градусную водку, добавляйте туда, и вам будет комфортно чистить стекло, не будет замерзать. Я считаю, что когда вот там в минус 25, минус 30 у вас там еле-еле что-то брызжет, это сразу замерзает, это некомфортно, это сразу замерзает на щетках. Пока вы нагреете стекло, ой, ребята, это ужас. Так что действительно не покупайте вот этот минус 10, там, покупайте сразу минус 35, там, не знаю, добавляйте еще водку 40-градусную, если действительно у вас есть морозы минус 30. Так что это очень важно. Так, ребят, еще моментики по поводу зимы. И когда вы приходите утром, дергаете ручку, ручка либо остается, и вы потом вот так вот пытаетесь уехать куда-то, это ничего не закрывается. Если есть такая возможность у вас обратиться в любой для вас удобный сервис, попросите, либо если они недорогие тросики на ручку, поменять их на новые, либо если есть возможность снять ее, продуть от флаги. Я покажу, как она выглядит, ну, на моем примере. Вот выглядит вот такой тросик. Здесь под вот этими штучками, пыльничками создается влага, конденсат. И этот трос просто примерзает в том положении, когда вы дергаете ручку. И так и остается. Потом вы едете минут 20, греете машину, это отлипает. Но на следующее утро либо вы оставляете машину на пару часов, это опять же такая же проблема. Поэтому, если есть возможность вам доехать до сервиса, обратиться к сервисным мастерам, попросить, чтобы взяли, продули их тросики. Да, это стоит каких-то денег, но не забывайте, комфортно вам закрыть машину и выйти из машины. Это очень дорого стоит. Поэтому не пожалейте денег. Если у вас есть такая проблема, это у всех старых машин бывает, просто настигает на тот момент, когда уже просто отконденсировало тросик, и все. Его надо опять пролить маслом, и еще на пару лет или там даже больше это будет работать. Все. Так что если у вас есть такая проблема, съездите. Можно попросить механиков, чтобы они положили на батарею, просушили, пролили каким-нибудь маслом. Я, например, вот у меня была такая проблема, я снял тросик с большим шлангом, его продул просто, еще залил АТФ для гидроусилителей красный, пролил, все, у меня теперь все отлично, минус 20, 25, все работает. Так что это тоже работает, и не пожалеете денег, съездите к мастерам, пусть они продуют. Это действительно неудобная штука. И также это все работает с тросом капота. Если вам нужно подлить ту же самую жидкость для стекла, если вам надо прикурить машину, если вдруг вам не завелась, и аккумулятор под капотом, и в минус 25 вы дергаете за ручку, ручка остается в руках. Это же, конечно, неудобно. Лучше взять, пролить, продуть, и все это будет работать даже в минус 20, 20, 30. Все равно какой мороз, это будет работать. Да, она будет, может быть, туже открываться, но это будет открываться. Еще, ребят, я сейчас параллельно поменяю реле. Майн реле называется. Оно иногда притаптывается и иногда не контачит. И симптом такой, что просто машина не заводится, да, и в принципе я его буду сейчас менять, да, потому что он устала уже 500 с чем-то тысяч у машины, и я его уже один раз чистил, потому что контакт подгорел. По поводу того, что вот если утром машина не заводится, да,
Ну, не надо, может быть, все-таки его крутить до потери пульса, эту машину мучить, да, ну, может быть, надо просто обратиться в сервис и все-таки, чтобы он в сервисе сказал, в чем причина, потому что вы этим убиваете стартер, силовые провода, аккумулятор будет высажен, да, а может быть просто вот релюшка сломалась, просто нету питания на блок двигателя, и вы можете там крутить до потери пульса, а по факту только убьете стартер, который стоит немалых денег. Да, Mine Relay находится здесь. Вот так оно выглядит. И оно, я уже чистил его. Если вам интересно, не могу разобрать. Ну, сейчас, секундочку возьму плоскогубцы, покажу вам, что там. Не можно, конечно, чистить, да, если действительно это нужно. Не, если нужно ехать сейчас и сразу, и вы точно знаете, что это оно. Ладно, я его сломаю, потому что я уже выкидывать буду. Я не хочу. Пока я ждал, новый оригинальный тоже недорого стоил, поэтому можно было этот. Ой, ножку сломал. Секунду. Где она? Вот тут есть такая вещь. Ладно, покажу. Его же можно разобрать же. Вот тут уже чисто, почищено. Ну вот, сгорает вот это место тут и тут. Либо оно не достает, либо настолько такой нагар, что она просто не контачит. Поэтому можно почистить его, вот как я почистил, вот месяца 2 отъездился нормально. Ну, я просто профилактически купил другое реле, там вообще копейки стоит, оригинальное, новое. И лучше поставить оригинальное, новое, вот BMW, и все, значком, все как надо. И ездить, радоваться, не думать о том, что у вас там что-то утром не заводится. Так что, ребят, обращайтесь тоже больше в сервис. И чтобы не было такого, что пригоняют машину, проблемы вроде с стартером, а в итоге оказывается, что проблема не со стартером, а это уже со стартером уже проблема, потому что выкрутили до потери пульса. Да? Так что, ребят, лучше отвезти машину в сервис. Пусть сервисные ребята, если скажут, что это действительно стартер, и им просто не хватает оборотов для вашей машины, либо действительно есть какая-то другая причина, там, например, свечи накала, там, например, там, не знаю, там, реле подмерзло, или там, не знаю, под этого самого, подгорели контакты, да, что я могу даже ставить симптом. У меня есть отдельно снятый симптом именно с этой машиной, как она себя вела, когда вот это реле не работало. Кому-то на 46-м кузове там это может быть даже кому-то полезно. Так что, ребят, еще, может быть, покажем, что надо в багажник положить. Но я думаю, что это у каждого есть свой запас в багажнике. Я, например, вожу только в этой машине щетку. И считаю, что я тут рядышком езжу, и никакие трасса. Оператор может всегда позвонить мне, а я приеду на трассу с трассом и выдерну из сугроба. Но вообще залог не сидения
в этом самом сугробе хорошая новая резина. Так что так, ребят. Ставьте лайки. Подписывайтесь, если вам это интересно. Если полезно, жмите.